Привет, друзья! Сегодня у нас шикарное уравнение из Гарварда, очень похожее на уравнение из Оксфорда. Ну и здесь герб Гарварда университета, где написано слово, которое я знаю, Veritas. Ну вот для зрителей постарше я спрошу. Был такой великий русский поэт, который в своем произведении употребил это латинское слово veritas. Что за поэт, в каком произведении? А для тех, кто помоложе, я такую заморочку скажу. Известно, что Гарвард находится в Кембридже. А где тогда находится Кембридж? Ну, а мы поехали решать эту задачу. Попробуем за 80 секунд, хотя и фильм «Угнать за 60 секунд». Ну, тут за 60 мы точно не потянем. Я лично не потяну и за 80. Ну, вот посмотрите, что было у нас в Оксфорде. Там мы решили за 3 секунды. Мы сказали, что левая у нас часть является монотонно возрастающей функцией, поскольку слагаемые являются возрастающими функциями. И все. И тогда, поскольку один корень нашли устно, левая часть возрастает, других корней нет, все. Но здесь первая функция возрастающая функция, а вторая убывающая. И здесь сумма возрастающей и убывающей может быть какой угодно функцией. Ну все, наверное, нужен другой способ. А какой другой? Вы, наверное, помните, что у нас был способ замены, переменной. Обозначили первый корень за, второй за b. Ну и составили системку. Попробуйте в виде домашнего задания решить этой заменой. Но я применю формулу куборазности двух чисел. Куб разности двух чисел равен кубу первого числа минус утроенное произведение квадрат первого на второе, плюс утроенное произведение первого числа на квадрат второго и минус куб второго числа. Когда-то эта формула была в 6 классе. Барсуков такой был, Ларичев, пособие, учебники. Все шестиклассники должны были ее знать. Сегодня она даже ни в каком классе. По-моему, неизвестно. Хотя это бином Ньютона, это как бы шикарная математическая штучка. Итак, применяем. Как применяем? Буду писать быстро. Вот считайте сейчас старт. Переношу слагаемые в правую часть. Корень из 3 минус х. Возвожу в куб обе части. Х минус 2 кубический в куб возвожу. И единичка минус корень из 3 минус х возвожу в куб. Ну, наверное, сразу здесь буду писать. Куб разности двух чисел равен кубу первого числа. Минус утроенное произведение квадрата первого на второе число. Плюс утроенное произведение первого числа на квадрат второго. Ну, квадрат второго даст 3 минус х. И минус куб второго числа. Минус корень из 3 минус х. Все это дело в кубе. Чтобы не потеряться, мы запишем область определения, ограничения. 3 минус х должно быть больше либо равно нулю, откуда х меньше либо равен 3. Все. И в этой области будем искать наши корни. Ну, что у нас здесь получается? В левой части при возведении в куб получается просто х минус 2. В правой части единица минус 3 корень из 3 минус х. Здесь я раскрываю скобки, получается плюс 9 минус 3х, и минус там остается без изменения 3 минус х в кубе. Ну все, здесь х и минус 3х, 4х. Минус 2, переносим единичку минус 3, переносим девяточку минус 12. Минус 12 равно минус 3 на корень из 3 минус х, хотя можно было переносить, и минус корень из 3 минус х, все это в кубе. Ну что теперь? Теперь буду колдовать. Здесь видно х минус 3, четверку вынесу. А если я минус четверку вынесу, будет 3 минус х. А как сделать корень? Ну, надо написать корень из 3 минус х, и все это в квадрате. Вот при этих иксах это будет верно, правильно? Правильно. Тогда я перенесу сюда плюс 3 корень из 3 минус х и плюс корень из 3 минус х в кубе. Нормально. Что можно вынести? Что можно вынести за скобки? Корень из 3 минус х выношу. Корень из 3 минус х. Что остается? Вот я запишу так. Корень из 3 минус х в квадрате. Корень из 3 минус х в квадрате остается. Так. Так, минус 4 на корень из 3 минус х. Это вот от первого слагаемого этого осталось. Правильно? И плюс тройка. Согласны? Согласны. Ну все, приравниваю нулю.
Это каждый множитель произведения. Ну, что получается? Здесь придется мне стереть слегка вот эту строчку. Я думаю, вы мне не будете засчитывать это во время, правильно? Это же как будто я пит-стоп делаю. Ну, все. Итак, что здесь? Какой? Страшное дело, голубой возьму. Вот здесь у меня получается пункт А. Либо корень из 3 минус х равно нулю, откуда х равно 3. Ха-ха, это первый корень. Есть такая история. Конечно, можно было найти устно. И пункт Б. Я делаю замену. Корень из 3 минус х принимаю за t. Получается t в квадрате минус 4t плюс 3 равно нулю. Теорема Виета обратная 1, 3. T первое равно 1, t второе равно 3. Делаю обратную замену и получается t первое. Где мое t? t. t равно это корень из 3 минус х. Правильно? Правильно. Значит, корень из 3 минус х может быть равно единице. Возвожу. Переношу вправо. Х второе равно 2. Охо, я 2 корня нашел. Тоже мог бы устно найти. И, наконец, t второе равно 3. Корень из 3 минус х равно 3. Возвожу. 9. Переношу. Минус х равно 6. Х уже третий равен минус 6. Ну, тут бы мог долго искать. Правильно? Все. Я нашел 3 корня. Пишу белый ответ. Вот так. Белая бухгалтерия у нас. Какой самый маленький? Минус 6, потом 2, потом 3. Кто-то мог, конечно, все 3 найти устно. Ну, если тестовый характер, то, может, и прокатило бы, а если нужно приложить решение, то ничего и не получится у вас. Ну и что в качестве домашнего задания я предлагаю решить заменой, как мы решали в прошлый раз. А я с вами прощаюсь. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока. Запомните эту формулку, кто еще не знает, школьники, точно пригодится в университете. Пока, с вами был Валерий Казаков.